Одни говорят депрессивный, другие интересный. Какой же Лодзь на самом деле? Проверим на личном опыте. Честно и без прикрас. Пройдемся по лучшим местам города, окунемся в его настоящую атмосферу и обсудим все за и против. Лодзь – это крупный город в самом центре Польши, который в прошлом был знаменит текстильной промышленностью. Сегодня же он сочетает в себе индустриальное наследие с новыми культурными пространствами. И несмотря на то, что тут живет более полумиллиона человек, именно с Лодзи уезжают активнее всего в поисках лучших условий для жизни, работы и учебы. Но тем не менее, город продолжает развиваться, а его название, что по-польски «Łódź», означает «лодка». Исторически город развивался рядом с реками и каналами, ну и многие жители занимались рыболовством и судоходством, что немного странно для настоящего времени, так как водоемов осталось мало. И да, это тот случай, когда оригинальные названия далеко не сходятся по звучанию в переводе. Главная улица Лодзи не рыночная, как в многих польских городах, а Пётрковская. Она же самая длинная торговая и пешеходная улица Европы, она же и центр городской жизни. Именно вокруг и вдоль этой улицы вырос современный Лодзь. С 19 века улица получила свое нынешнее название и стала главной артерией города. Тут вы увидите как минимум 20 интересных локаций, включая разные доходные дома, ратушу, пассаж Роз, Пётрковскую, аллею звезд, статую медвежонка Тедди и конюшню единорога. Классные названия, согласна. Некоторые места мы подробнее изучим чуть позже в этом видео, но если взять в целом, то каждое здание тут имеет свою историю, а их архитектура радует своими деталями. А еще это улица уютных двориков, которые всегда открыты для любопытных прохожих. Начнем мы с супертворческого пространства, которое нескромно заняло первое место в плебисците «Чудеса Польши». Это такой себе конкурс от журнала National Geographic Polska, где каждый год между собой соревнуются 48 мест со всей страны, по 3 с каждого воеводства, за титул самого лучшего и интересного. История фабрики Лодзи очень похожа на то, что мы видели с вами в Жерардове. Обе фабрики ткацкие и даже схожи визуально, но все же каждая проходила свой путь и этап развития. Стартом ткацкой фабрики на Пётрковской был 1888 год, когда Франчишек Рамеш приобрел тут земельный участок и построил первые цеха. Позднее фабрика расширялась до 42 зданий и 1000 рабочих, а на 36-й год своей жизни была преобразована в семейное акционерное общество. Война внесла свои коррективы, тогда фабрика стала хлопкопредельной, а позже превратилась в китайский квартал. И уже нынешний инвестор создал из этого места творческое, культурное и развитое пространство. Вообще, гуляя вдоль главной улицы и дальше, мои впечатления были смешанными. С одной стороны, меня радовала архитектура, атмосфера, конкретно в туристических местах, и большое количество стрит-арта. Вот реально рисунки были буквально везде. Некоторые странные, конечно, но в целом я бы назвала это фишкой Лодзи. Но вместе с тем действительно чувствовалась депрессивность в некоторых районах и дворах, через большое количество разрушенных зданий, граффити, общую небрежность, малое количество пешеходных зон, несмотря на парки, о которых поговорим позже, большое количество стройки и неожиданно пьяных людей. И несмотря на солнечную погоду, эти минусы временами портили мне общее впечатление. Вообще, Лодзь не раз попадал в рейтинги худших городов для жизни в Польше, также из-за невысокого уровня безопасности, особенно в плане ДТП. Но справедливости ради, на некоторых сайтах его считают одним из лучших, в большей мере из-за доступности жилья. Краткий обзор квартиры, где мы остановимся на 3 дня в Лодзи. Заходим в наше пространство, поднимаем голову и видим сразу крышу. Да, мы находимся на последнем этаже, и он у нас такой низкий по сравнению с другими. Заходим в эту всю комнату, кухню, все вместе. Да, по сути, это и есть вся квартира. Очень такая уютная, есть вот окно, открывается только с одной стороны, но видно территорию дома, очень уютная. И мы, кстати, находимся в самом центре Лодзи. В нашем доме есть ресторан, куда мы планируем пойти, как раз в этом видео. В принципе, тут все в таком миниатюрном виде, все есть, можно пожить, да, недолго, потому что на самом деле тут жарко, летом так точно, и одному человеку ок, а двоим уже будет тесно. Тут, кстати, вот кровать, где мы будем спать, и хочу обратить внимание, что тут есть много красивых декоративных деталей, что добавляет уюта. Душевая с туалетом. Тут даже особо не зайти, давай, Андрей, сам.
Тут вот тоже все такое миниатюрное, но стильное, красивое, в красивых цветах. Поэтому в целом квартира нравится. Тут довольно чисто, не идеально, но это был самый бюджетный вариант. $43 стоила одна ночь, мы взяли 3 ночи. Так что да, пишите в комментариях, как квартира вам. Если брать цены на долгосрочную аренду жилья, то Лодзь будет одним из самых бюджетных крупных городов Польши на данный момент. Однокомнатная квартира тут стоит в среднем 1700 злотых, двухкомнатная 2100, трехкомнатная 2800. Ну, то есть жить в Лодзи в 1,5-2 раза дешевле, чем, например, в Варшаве. И это то, чем город может привлекать. Но, как и в любом другом городе Польши, процесс аренды может усложняться юридическими нюансами. Вот листаете вы объявления и раз за разом в условиях видите найм оказиональный. Часто этот договор требует для новых и современных квартир, так как он снижает риски для арендодателя и дает арендатору четкие и понятные условия. Понимаю, если вам это кажется сложным и запутанным, но не переживайте. Здесь на помощь придут Маша и Рома. Они владельцы жилья и имеют все необходимые полномочия для заверения документов у нотариуса, что так важно для арендодателей. Сотни людей уже арендовали жилье с их помощью и остались довольны качеством сервиса, так что можете быть уверены в результате. Они работают без предоплаты, готовят документ всего за час и отправляют бесплатной экспресс-доставкой в день заказа по всей Польше, включая Лодзь. Все прозрачно, удобно и, главное, быстро. Если нужно, могут созвониться с арендодателем и даже подключить интернет в новой квартире. Короче, не успеете вы понять, что к чему, как ребята уже все сделают за вас. Так что, если сейчас для вас актуальна тема аренды жилья, не теряйте время, обращайтесь к Маше и Роме. И не забудьте сказать, что пришли от меня, чтобы получить скидку в 100 злотых. Кстати, именно в Лодзи ребята вам могут помочь и с поиском жилья. Обращайтесь и с этим запросом. ЕЦ1 – это еще одно постиндустриальное место Лодзи, которое нельзя пропустить. Раньше тут была теплоэлектростанция, а сейчас целый город, где находится крупнейший в Польше научно-технический центр, планетарий, улица стихий или проще игровая комната для детей, центр комиксов и кино. Вот если вы чем-то из этого интересуетесь или даже нет, у вас есть дети и тяга к новым знаниям, вы можете сюда прийти. В понятной и нескучной форме вы узнаете, как производится электричество и тепло, изучите самые важные открытия цивилизации и прикоснетесь к макро- и микромиру. Сама территория очень интересная, здесь можно прогуляться, посмотреть на разные здания. Тут есть у нас фонтан, разные экспонаты. Людей, кстати, очень мало и еще ведутся строительные работы. Из уникальных и, я бы сказала, трогательных мест Лодзи можно выделить пассаж Розы. Да, визуально этот дом выглядит интересно и креативно за счет необычной мозаики из крошечных кусочков зеркал. Но не все туристы знают, какой смысл стоит за этим визуалом. Кусочки зеркал символизируют строение сетчатки глаза, а сам проект иллюстрирует путь от невидения к зрению, который прошла Роуз, дочь автора и художницы Джоанны Райковской. Любители истории могут пойти в музей города Лодзь, чтобы логично узнать больше о Лодзи и его жителях. Музей находится в дворце Познанских, который был центральной частью большого фабричного комплекса. Такой себе город в городе. Построила его одна из самых богатых семей Лодзи. Обычный билет сюда стоит 25 злотых, но есть и льготные варианты. А по средам вход тут бесплатный. Следующее место будет спорным и понравится не каждому, но чтобы познать Лодзь глубже, вы можете посетить старое католическое кладбище. Да, атмосфера тут специфичная, такие места мы еще не снимали, если не считать Лычаковское кладбище во Львове, но тем не менее оно восхищает красотой своей архитектуры, чего стоят одни каплицы, старинностью и спокойствием. Тут похоронены выдающиеся личности из мира культуры, герои войны и также обычные жители Лодзи. А еще тут очень зелено, много вот таких вот пышных деревьев и в целом ухожено, так что видно, что люди позаботились о своих близких. Время оживить наше видео, поэтому на очереди парк Юзефа Понятовского.
Да, несмотря на свою индустриальность, Лодзь довольно зеленый город, что подтверждают больше 30 парков на его карте. Мы же выбрали для вас один из самых душевных. Парк Понятовского идеально подходит для прогулок, пикников и активного отдыха. Здесь есть озеро с уточками, мини-лабиринт для детей и в целом территория просторная и красивая. И снова ткацкая фабрика, и снова индустриальность. Мануфактура прошла примерно такой же путь ревитализации, как Пётраковская. Процветание, запущенности и возрождения. Сегодня это место встреч жителей Лодзи, визитная карточка города, рай для гурманов и любителей брендов. Мануфактура включает в себя музей, театр, кинотеатр, десятки ресторанов и кафе, детские площадки, фитнес-клуб, 2500 магазинов, а летом даже пляж. Сейчас мы находимся с вами в центре всего комплекса, на текстильном рынке, где и происходят все мероприятия. Так, мне, честно говоря, непонятно, почему чудо Польши Пётраковская, а не мануфактура, потому что здесь намного просторнее, комфортнее гулять. И вот это прям настоящий такой комплекс, а там было как-то тесновато и не разгуляешься. Да, как видите, по современным пространствам Лодзь развивается хорошо. Да и в целом, если полистать городской сайт, то можно увидеть, как активно все строится и улучшается. Обновляется транспортная система, привлекаются инвестиции, развиваются стартапы и строятся новые ЖК. Так что не все так однозначно плохо. Город не стоит на месте и старается реализовать свой потенциал. За одной из самых богатых в мире коллекций текстиля вам вот этот музей. Но если залы с экспонатами у многих не вызывают интереса, то музей под открытым небом с большей вероятностью вызовет. Рядом с музеем текстиля находится городской парк культуры в виде 5 деревянных домов из разных эпох, включая виллу, церковь и зал ожидания трамвая. Интересное место, где можно прикоснуться к тому, как жили люди и как в деталях выглядели интерьеры и архитектура Лодзи 19 и 20 веков. Не затестить местные рестораны, как говорится, грех. Мы, как амбассадоры польской кухни, выбрали пирогарню «Старый млын». Итак, мы по классике заказали пироги. Андрей взял с уткой и сметанным соусом, я с курицей и с горчицей. Еще нам в подарок принесли вот такой вот хлеб с намазкой, даже не знаю, что это за намазка, я пробовала, по вкусу, честно говоря, никакое. И вот еще чай, такой вот домашний, холодный, с фруктами и мятой. Не супер насыщенный, но прохладный, и летом это то, что нужно. Пробуем пироги. Мягкие, приятные, но хочу сказать, что раньше мы пробовали более такие плотные пироги, а эти, они больше похожи на пельмени, то, что просто берешь с морозилки, размораживаешь и готовишь, потому что тесто такое более мягкое, не знаю. Мы все доели, а это хороший знак. Мы в любом случае доели, ну ладно. По цене получилось 118 злотых. Это дороговато, и это такой основной минус этого места, потому что вкусно достаточно. Зацените шкатулочку. Шкатулочка в форме пирога. Это, я считаю, креативно. Вообще атмосфера тут очень красивая. Играет польская музыка. Людей мало сейчас днем. Можно сидеть на улице, внутри. Незаменимый плюс, что ресторан находится в нашем доме. Далеко идти не надо. Обслуживание хорошее. И, в принципе, все. Только цена по минусу. Место рекомендую, можете приходить. Чуть не забыла, еще один минус, это то, что сиденья тут не супер удобные. Да, красиво, но я люблю практичность, а тут сесть можно только как-то так, но это неудобно и странно, не знаю, зачем так делают. Чтобы еще больше впечатлиться атмосферой Лодзи, прогуляемся по ее районам. Фузия – новый микрорайон города, который сочетает в себе всю ту же постиндустриальную структуру Лодзи с современной лофт-архитектурой. Развлечения, культура, шопинг, зелень, вкусная еда, общение и апартаменты – вот это все про Фузию. Я уже как-то говорила, возможно, не раз, но повторюсь, мне очень откликается то, как поляки стараются все ревитализировать, то есть вдохнуть в жизнь в старые какие-то исторические здания, вот фабрики, теплоэлектростанции. В этом видео, думаю, вы убедились. И вот, например,
собственно, здание того, что тут осталось, причем в некоторых местах просто стены, но пока что вот просто оно в таком виде находится и, вероятно, будет все преобразовываться. Второй район, стоящий вашего внимания, это Кщенджи-Млын. Еще один город в городе, где жили рабочие. Жилой комплекс включает в себя бывшие рабочие дома, предельную фабрику и сопутствующие постройки. Напишите в комментариях свое мнение о Лодзе. За себя могу сказать, что да, у него есть свои плюсы, но также и минусы, которые в моем случае все же перевесили. Варшава для меня однозначно тут фаворит, несмотря на высокие цены. Но все же уродливым я город назвать не могу. У него есть своя атмосфера, вероятно, богатая история, если углубляться, и точно большой потенциал. Надеюсь, через это видео мне удалось вам показать цельную картину города. Напишите, если да, и увидимся совсем скоро. Пока!